Редкая птица долетит до середины Днепра, говорил Гоголь. Ну а здесь это может сделать любая птица, потому что мы в древнем русском городе Смоленске. Что в верховьях Днепра, и здесь Днепр не такой широкий. В этом выпуске побываем у истоков Днепра, с головой окунемся в историю и тайны Смоленска, погуляем по улочкам, паркам, скверам и дебрям города, познакомимся с известными рыболовными блогерами, посетим фестиваль уличной еды и исторической реконструкции Гнездова. В общем, узнаем Смоленск от А до Я. Днепр – четвертая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, протекает по территории России, Беларуси и Украины и впадает в Черное море. Днепр берет начало в небольшом болотце Сычевского района Смоленской области на южном склоне Валдайской возвышенности. Кстати, с Валдайской возвышенности берут свое начало также реки Волга, Западная Двина, Ловоть, Сясь и Малога. Мне пришла мысль, что нужно наведаться на Валдайскую возвышенность к истокам этих рек. Первое упоминание о Смоленске встречается в летописях 863 года. Вокруг города росло много сосновых лесов. Табак в то время еще не завезли из Европы, и местное население с удовольствием курило смолу хвойных деревьев, то есть занималось нужным делом – смолокурением. Это процесс добывания смолы из хвойных пород под действием высоких температур. Смола шла на смоление деревянных корпусов судов и канатов, а людей, кто занимался смолокурением, стали называть смолянами. Для многих, наверное, знакомство со Смоленском начинается с железнодорожного вокзала. Я издалека увидел это красивое здание и поначалу подумал, что это дворец. Но при ближайшем рассмотрении это красивое здание оказалось железнодорожным вокзалом. Смоленск – это крупный и очень важный железнодорожный узел на границе нашего государства. Друзья, Смоленск стоит на высоких холмах зеленых. И смотришь с одного холма, другие холмы видно. Такая красота, простор, ляпота. Внизу пасется смоленская буренка. Отдыхаешь душой и телом. Буренка. Привет тебе с Рыбинска. Город Смоленск в древние времена был обнесен каменной стеной протяженностью 6,5 километра. Сохранилось 3 километра. Стена имела 38 башен. Остались только 17. Ширина стен от 5,2 до 6 метра. Высота от 13 до 19 метров. Построена в 1595-1602 годах. Работами руководил зодчий Федор Конь. Что только не повидала эта стена. И поляков, и французов, и немцев. Но выстояла. А сейчас мы пробираемся по секретным тропам к одной из башен Смоленской крепости, которая называется Хохотуха или Веселуха. Эта башня полна тайн и загадок. Сейчас подойдем к ней поближе. Да, такую стену не просто было штурмовать. Явно у обороняющихся было преимущество. Вот эта веселая башня. А какой вид с холма! Друзья, про эту башню несколько баек ходит. Почему она так называется? Хохотуха или Веселуха в народе. Первая, значит, у нас байка. Давным-давно, еще когда строилась эта башня, а строил ее, возможно, сам конь
зодчий, который всю стену эту возводил. Все трескалось, рушилось. Никак он не мог построить ее. И он обратился по легенде к какой-то ведьме. И ведьма сказала: заточи в эту башню самую красивую девушку. Вот. Почему опять самую красивую, а не самую страшную? Вот это непонятно. В общем, нашли девушку Катюшу, заточили ее в этой башне, вход замуровали. Она сидела здесь в холоде, в голоде. Вот. И в конце концов, от страданий поехала у нее кукушка, и она с этой башенки и вниз. Но башня стоит, как ни странно. Невеселая история, конечно, о доброте людской. Что делать? Вот вторая история мне нравится больше. Говорят, раньше рядом с этой башней стояли какие-то отряды солдатские, да? И, соответственно, солдатики водили в эту башню девиц облегченного поведения. И вечерами и ночами здесь было весело, хохот на всю округу. Вот. Ну, согласитесь, эта версия гораздо интереснее, да? А есть еще версия, что граф был такой граф, не помню фамилию его, вот, в те времена. И он в этой башенке организовал фальшивомонетчество, запустил станочек, и все чудесно. Работал днем и ночью. Бизнесмен, одним словом. Вот, и чтобы отпугивать людей от этой башни, он нанимал актеров, которые рядились там в чертей и так далее, визжали, верещали тут по ночам. Вот, тоже интересная версия, согласитесь. Друзья, иду по центральной улице в Смоленске. По обоим сторонам старинное здание. Вот чем вам не Европа? Плюс еще старинные церкви. История, а? Да, по-моему, не хуже Питера и Москвы. Зато какая древность! Свято-Троицкий женский монастырь. Обитель стояла на этом месте с 16 века. В смутное время здесь обосновались доминиканцы, но после возвращения города России в 1669 году ее переосветили и сделали архиерейской резиденцией. Монастырская колокольня отделена от остальных зданий дорогой. Люди полагают, что это произошло по указанию Петра I. Со многих мест видна жемчужина Смоленска, Свято-Успенский кафедральный собор на Соборной горе. Собор был заложен в 1101 году по указу Владимира Мономаха. При нашествии поляков в начале 17 века был разрушен. Новый архитектурный ансамбль был заложен в 1677 году. Святынями Соборной горы считается икона Смоленской Божией Матери Одигитрия, плащаница Положения во гроб и обувь святого Меркурия, защитника города времен татаро-монгольского ига. Какая красота видна с Соборной горы. Город как на ладони. Рядом с Петропавловским мостом через Днепр находится храм Иоанна Богослова. Это один из 3 сохранившихся смоленских храмов домонгольского периода. Храм был возведен в 1173 году по указу князя Романа Ростиславича. В годы, когда Смоленск находился в составе Речи Посполитой, храм был превращен в костел. После возвращения Смоленска в состав русского государства храм вновь был передан православным. В западной части города, на высоком холме над Днепром,
возвышается одно из древних сооружений смоленского зодчества конца XII века – храм Архангела Михаила или Свирская церковь. В 1611 году, как и многие храмы Смоленщины, поляки обратили церковь в костел. С 1655 года храм стал приходским. За мной находится католический храм непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, выполненный в неоготическом стиле. Он был открыт в 1897 году. Рядом с костелом находится польское католическое кладбище. Да, в былые времена в Смоленске жило много поляков. Епископ Стефан Енисевич, настоятель Смоленского костела 1866-1898. Усыпальница семьи Гедроиц. В центре Смоленска расположилась площадь Победы, крупный транспортный узел города. Памятник воинам, защитникам и освободителям Смоленска. На памятнике изображены фигуры 3 воинов-защитников Смоленска эпохи русско-польской войны, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В руках у воинов, помимо оружия, букеты цветов, которые они держат высоко над головой. Этот жест по замыслу автора подчеркивает тот факт, что во все времена наших русских воинов-освободителей с радостью встречали в Смоленске. Михаил Осипович Микешин, русский живописец и скульптор, автор ряда выдающихся памятников в крупных городах Российской империи, родился 9 февраля 1735 года в деревне Максимково. К площади Победы примыкает парк пионеров. Несмотря на свое оптимистичное название, это место памяти и скорби. Парк назван в честь героев-пионеров Великой Отечественной войны. В 70-е годы в башне Маховой здесь находился музей пионерского движения. У стены находится братская могила. Здесь похоронены советские граждане, зверски замученные немецко-фашистскими палачами. Памятник посвящен 80-летию операции советских партизан по эвакуации в тыл с оккупированной фашистами Смоленской земли детей, так как была угроза угона их в Германию. Безопасность детей обеспечивали бойцы 2 партизанских бригад. Было пройдено 200 километров за 10 дней до железнодорожной станции Торопец и спасено 3225 детей. Они были вывезены поездом в город Горький. А это памятник «Опаленный цветок» детям-узникам фашистских концентрационных лагерей. 6 мая 1985 года Смоленску было присвоено звание города-героя. За мужество и героизм, проявленные в тылу врага и в рядах советской армии, 260 уроженцев Смоленской области были удостоены звания Героя Советского Союза, и 10 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями. Михаил Егоров, уроженец Смоленской земли, Герой Советского Союза, вместе с Мелитоном Кантарией в мае 1945 года водрузил знамя Победы над Рейхстагом. Аллея городов-героев. Смоленск. Ленинград. Сталинград. Севастополь. Одесса. Киев. Москва. Крепость Брест. Керчь. Новороссийск. Минск. Тула.
Михаил Илларионович Кутузов. Бюсты генералов, защищавших Смоленск в сражении 4-5 августа 1812 года: Барклая де Толли, Багратиона, Дахтурова, Раевского, Неверовского и Оленина. Вот иду я вдоль стены, да, Смоленской. Здесь история творилась веками. А сколько людей здесь полегло. И в 1812 году от французов. И в Великую Отечественную войну от фашистов. Так что помните историю и чтите наших павших героев. Богат Смоленск садами и парками. Сад Блонье с его светомузыкальным фонтаном. Так и хочется ударение поставить в другом месте, и слово уже приобретает какой-то французский оттенок. А слово-то русское, означает открытое место перед крепостью или городом, использовалось как плацдарм для муштры солдат. Но однажды, в 1830 году, губернатор Николай Иванович Хмельницкий, прямой потомок Богдана Хмельницкого, взял в руки лопату и пошел сажать деревья. Губернатор был человек холостой, и местные барышни, пытаясь привлечь внимание Николая Ивановича, начали заводить личные клумбы с цветочками, привозимыми из-за рубежа. За это нарекли Блонье бабьим царством. Но что-то пошло не так, и фокус не удался. Да, романтичные были времена. В 1885 году в парке установили памятник великому русскому композитору, уроженцу Смоленской земли Михаилу Ивановичу Глинке, и сад стал носить его имя. Через дорогу расположен концертный зал имени Глинки областной филармонии. Классика совсем рядом. А это увековеченный в бронзе трофей прусского императора Вильгельма II начала 20 века. Русские солдаты нашли его в угодьях рейхсмаршала Германа Геринга и в 1945 году привезли в Смоленск. Во лбу оленя есть небольшое отверстие. Это след от меткого выстрела императора. Гуляя по саду Блонье, зашел в кафе «Русский дворик» перекусить. Чисто русская еда. Окрошечка и блинчики. Вещь. Приятного мне аппетита. Друзья, сейчас мы гуляем по Лопатинскому парку, который был основан в 1874 году Александром Григорьевичем Лопатиным на месте Королевской крепости. Это одна из достопримечательностей города Смоленска. Так что давайте любоваться этой красотой. Вот он, основатель парка Лопатин Александр Григорьевич. Так, а это коллега наш, Рыбачок. Интересно. Так, это у нас ежик сказка мучит. Какой мост, прямо как над Невой. Так, это деревья бракосочетаний. В каждом городе такие есть. Ну, на мостах еще вешают. Вон сколько тут лебедей, уточки. У нас в Рыбинске тоже пара лебедей живет. Здесь даже черный есть. Красавец. Ребята, смотрите. Черные и белые лебеди. Ну что ж ты пакет-то кушаешь, он несъедобный, а?
красавцы. Выплюнь, выплюнь, бяко. Выплюнь, бяко. Гуси, гуси. Ребята, я вижу белочку, смотрите, смотрите, белочка. Хулиганка. Вон сколько у тебя орешков. Везде прыгает, прыгает, носится. Иди сюда. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Ну. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ребята, вот она, оборонная стена. Когда-то защищала город от врагов нашей Родины. Еще стоит. Лепота, мощь. Вот это развлекуха. Оленя, привет. Забавное дерево с рожицей. А это памятник защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года. Высота этой чугунной конструкции около 26 метров, а вес около 30 тонн. Антон Антонович Скалон, генерал, шеф Иркутского драгунского полка, потомок древнего французского рода, родился в Бийске Томской губернии в семье потомственных военных. Был сражен 5 августа 1812 года при обороне Смоленской крепости. 6 августа 1812 года французские солдаты обнаружили тело генерала. По личному указанию императора Наполеона русский герой был предан земле с отданием всех почестей, приличествующих его воинскому подвигу, с артиллерийскими и ружейными залпами. Император Наполеон I присутствовал лично и бросил в могилу горсть земли. Да, в те времена понятия благородство и честь, как у русских, так и у французов, были не пустые слова. Где-то я уже это видел. Оригинальная композиция, между прочим. Узнаете задумчивого дяденьку на постаменте? Это Александр Сергеевич Пушкин. А этот мультипарк находится сразу за кинотеатром «Октябрь». Простоквашине иду и на шарика гляжу, все гляжу и гляжу, фотосъемку прохожу. Пода. Рядом Леночек сидит и ушами шевелит. Только я все лежу, на незнайку все гляжу. В тени высоких деревьев расположился сквер памяти воинов-интернационалистов. В 2009 году в сквере была возведена небольшая 10-метровая часовня имени Георгия Победоносца из красного кирпича, который осветил патриарх Кирилл. Герой Советского Союза Маргелов Василий Филиппович, генерал армии, командующий воздушно-десантными войсками СССР. Памятник воинам-пограничникам во знаменование столетия образования пограничных войск. Памятник Росгвардии, военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Полковник Бояринов Григорий Иванович, герой Советского Союза, один из создателей спецназа КГБ СССР, организатор специальной операции «Байкал-79» в Афганистане. А сейчас я В Рачевском парке. Это произведение самодеятельности местных жителей. Они взяли, собрались, почистили овраг от грязи. И вот что-то стало похоже на дело. Молодцы. Пусть небольшой тут участок, но есть какой-то романтизм, и люди здесь собираются.
отдыхает. Рачевский овраг самый протяженный в Смоленске. Длина его около 3 километров. Когда-то в речке Рачевке водились даже раки. Вода здесь была чистая. Кстати, ниже по течению реки бьют ключи. Второе название Рачевского оврага – Чертов овраг или ров. От слова граница или черта. Восточная граница города в былые времена проходила именно здесь. Впереди нас Чертов мост. Некоторые небылицы гласят, что раз в году из-под одной из башен крепостной стены вылезают черти и другие непонятные сущности и спускается на дно оврага. Эта демонстрация идет вдоль ручья вверх по течению и в районе Чертова моста пропадает. Хотите верьте, хотите нет. Гулял, ребята, я по Рачевскому парку и смотрю на карте, Яндекс.Карте. Дом рядом. Интересный. Оказывается, в этом доме жил поэт наш Твардовский и Николай Иванович Рыленков. Представляете? Вот так вот я говорю, что в Смоленске каждый дом это памятник и история. В этом доме с конца сентября 1943 года по март 1944 года в квартире родителей жил Александр Трифонович Твардовский. Здесь он много раз бывал и позже, во время своих приездов в Смоленск. В Смоленске памятники на каждом углу, реально, ребята. Я вот шел, наткнулся на памятник Александру Твардовскому. Помните его произведение «Василий Теркин»? Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Не знаю, сейчас детишкам в школе преподают такие произведения или нет, но нам преподавали. Рядом с Вознесенским монастырем расположен памятник архитектуры Дом коммуны, который был построен в 1933 году. Здесь пытались строить коммунизм. Семиэтажное здание. Из удобств здесь только были электричество и радио. Туалет был общий на всех в подвале. Кухня тоже была одна на всех, общая. Также здесь располагалась библиотека и детский садик. Как говорится, все включено. И это здание просуществовало жилым до 1985 года. В войну было разрушено попаданием авиабомбы. Но после войны восстановили, провели сюда отопление, воду. И получилось очень даже неплохое общежитие. Центрального отопления в доме не было, и жители использовали дровяные печи, а трубы дымоотводы выходили на крышу, из-за чего дом, по одной из версий, в народе получил прозвище «Чайник». Особую ценность представляют настенные росписи неизвестных художников, потомков Пикассо. Вот это грибочки в дебрях Смоленска. Но есть мы их не будем. Уж извольте. С вами любитель ползать по дебрям и чепыжам Гид Андрей. Гулял по центру города. Раз. Вход подземный. Тоннель какой-то старинный. Вообще в Смоленске столько всяких подземных ходов. Тайн. Но, конечно же, мы туда не полезем, потому что это небезопасно. И все это может в любой момент обвалиться. Это подземелье находится сразу за чайником и состоит из двух помещений. Люди говорят, здесь был ход в одну сторону к Успенскому собору, а в другую к Днепру. Ну, сейчас все обвалилось, и, как говорится, нечего там делать. За чайником спускаемся с холма и попадаем в космос. Смоленский планетарий имени Юрия Алексеевича Гагарина. Рядом с планетарием находится храм в честь Воскресения Христова Славущего или Воскресенская церковь.
По преданиям, в X веке под горой в пещерах жили монахи, а затем на горе было построено несколько храмов. Новый каменный храм на Воскресенской горе был построен в 1765 году купцом Андреем Сысоевым. Согласно преданию, строительство этого храма стало исполнением обета, данного Богу благочестивым купцом, который вместе с супругой долгое время молился о даровании детей. Однажды у Андрея Сысоева было видение. Чудесный голос сказал, чтобы супруга купца пила воду из источника возле храма. Через некоторое время в семье появился сын, и счастливый отец исполнил ранее данный обет выстроить каменный храм на месте деревянного. Так, ребята, нашел родник. Встретил парня, поговорил, говорю, здесь есть родник прямо в центре, под горой, под храмом. Вкусно. Благодать, тишина, тенек освежает. Люди передо мной набирали бутылочки здесь. Пить можно. И похоже, этот родник освящен, потому что он находится прямо под церковью. Церковь на горе. Иду сейчас вот по тропинке от родника, вот по этому холму, поросшему деревьями, кустами. Знаете, есть в этом что-то романтичное. Как бы ты в центре города, и в то же время ты как бы уже и в лесу. Вышел из этих дебрей, ты уже в цивилизации. Не надо куда-то ехать там за сотни километров, там, как в Москве, чтобы лес увидеть. Здесь все рядом. О, ребята, вот это чипыжи выше моего роста. Нормально. А по-нашему в секретной тропке. Эх. Мне сейчас классно, но был бы ребенком, я бы визжал от восторга просто. Это раньше в детстве любимое место было нашего отдыха, баловства, игр в Рыбинске. О, вижу цивилизацию уже через кусты. Друзья, за мной расположен памятник советскому двухмоторному реактивному самолету Ту-16. Памятник заложен в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Есть в Смоленске свой авиационный завод. Привет ему из Рыбинска от НПО «Сатурн». Сейчас я в парке Соловьиной рощи. Люди гуляют в тени высоких лип, берез. Одним словом, ляпота. Ну а я, конечно же, у водички, у пруда. Здесь есть рыба, караси, плотва, красноперка, окуни. В общем, сердце рыбака радуется.
Сейчас мы находимся на Солдатском озере. Живописное место, кругом зелень, деревья. Красота. А почему называется оно Солдатским, спросите вы? Да потому что когда-то здесь стояла воинская часть. И солдаты здесь частенько купались. Вот так вот. Сейчас прокатимся на трамвае, а то 100 лет уже не ездил на трамвае. Хотя в Ярославле они есть, конечно, но хочется отведать смоленских. Эх, есть в трамвае что-то романтичное. Ехали мы, ехали и приехали на Колхозную площадь. Крупный транспортный узел Смоленска. Издревле здесь размещались лавки и склады, называемые в 16 веке Большим торгом. Сейчас на Колхозной площади торговли нет, но к ней примыкают со всех сторон рынки и магазины. Заднепровский рынок всегда в движении. Здесь море фруктов и овощей по адекватным ценам. Кстати, на рынке делают молочный коктейль. Очень-очень вкусный. Делают его много-много лет. Мне местные жители посоветовали. Так что, когда прохожу мимо рынка, обязательно забегаю попробовать эту вкусняшку. Прямо как в детстве. Вещь. Эх, чуден Днепр при тихой погоде. Есть в Смоленске река, а в реке есть вода, а в воде есть рыба. Значит, есть и рыбаки. А если есть рыбаки, значит, есть и рыболовные блогеры. Земля Смоленска займет, наверное, первое место по количеству блогеров-рыболовов на душу населения. Вот самый известный из них. Дядя Саша с канала Простая рыбалка, ветеран в этом нелегком деле. Большую часть жизни он, наверное, проводит на воде. Джиговик со стажем. Использует простые дедовские снасти и приблуды. Паноптикс, эхолот, моторгайд. Найдет рыбу где угодно. Дядя Вова с канала Спиннингист, фанат воблеров и блесен. Все прибрежные заводи в Смоленской области – его стихия. А это Максим с канала Рыбалка с подвохом. Это специалист по трофейной и экзотической рыбе. Он всеяден и ловит круглый год. Ловит на все, от зимней удочки до подводного ружья. А эти веселые ребята являются основоположниками нового течения в философии рыболова. Основой концепции является получение удовольствия от этого древнего занятия при помощи различных снастей и приманок. Но не рыбой единой живет Смоленск. Здесь проходят различные фестивали, исторические реконструкции и так далее. Голодающие Поволжье передают привет голодающим Днепра. Фестиваль уличной еды. А это, друзья, ежегодный фестиваль исторической реконструкции Гнездова. В рамках фестиваля можно с головой погрузиться в эпоху средневековой Руси, принять участие в различных состязаниях и мастер-классах, увидеть реконструкции сражений русских дружинников, испечь древнерусский пряник, приобрести изделия русских народных промыслов, послушать русскую народную музыку. Этот фестиваль выйдет отдельным роликом на канале. Рекомендую. Берегите историю, берегите памятники,
берегите себя, путешествуйте по России, познавайте ее. С вами был гид Андрей, канал Гид По. До новых встреч!